Всем привет! Это видео частично влог, частично travel блог, в котором я покажу наши последние месяцы жизни на севере Испании, если быть точным, последние 11 месяцев, что мы видели, что мы чувствовали в какие-то моменты. Выбрали мы Бискайские регионы и окрестности Бильбао по причинам более низких налогов в сравнении с остальной частью Испании и наличия океана. Мы хотели продолжать учиться серфить. Перед приездом основными нашими страхами были дожди, постоянные ветра, присущие северным регионам, но по итогу оказалось не все так плохо. Приехали мы в середине апреля, в момент, когда уже началось потепление. А забегая вперед, сейчас на момент конца февраля, думаю, что температура не опускалась ниже 10 градусов практически. Поэтому довольно комфортно, хоть понятно и холоднее юга. Зато летом не так жарко. Насчет дождей опасения частично подтвердились, из-за близости к океану их немало, но это все еще терпимо, если у тебя нет потребности в постоянном передвижении по городу. На первое время кратковременное жилье за какую-то адекватную стоимость около 1500 евро мы смогли найти только возле аэропорта, в пригороде. Близилось лето, и жилья становилось все меньше и меньше, поэтому у нас была цель за тот месяц, пока у нас есть жилье, найти что-то на долгосрок. Спойлер, этого времени оказалось недостаточно. Суббота вечер, мало людей, но уютно. Все очень зелено. Первое, что реально бросается в глаза, это обилие зелени в регионе, особенно после юга. Это реально одна из его киллер-фич. Ты постоянно заворожен пейзажами, ищешь глазами шоколадных коров, успокаиваешься. Подошла, молодец. Ой, она какать пришла к нам. Какать к нам. Спасибо, родная. На монтаже очень много кадров зелени и воды мне приходится просто выкидывать, и их сильно больше, чем у местных моментов, в которые их можно вставить. Все потому, что капец как тяжело при виде очередного пейзажа пройти просто мимо него, не запечатлев. А так выглядит сам город и его центральные районы. Раньше он был промышленный, но потом в него докинули популярный музей искусства современного, пошли туристы. Плюс сам регион, провинция, является частью страны басков, которая имеет свое место в туристическом мире. Из-за того, что собранные здесь налоги не идут в центральную Испанию, город выглядит чистым, ухоженным и где-то даже может быть богатым. В городе и пригороде очень хорошо развита городская транспортная сеть. Люди на улице — это в основном старшее поколение, здесь сильно меньше молодежи, чем в том же Мадриде и Барселоне. К слову о дождях, здесь даже на детских площадках есть крыши. В городе есть большой стадион, в нем даже проводят какие-то значимые матчи. В 2025 году это был финал Лиги Европы. На кадрах сейчас какие-то предфинальные матчи, но уже можно будет заметить мудрейшую цивилизацию футбольных фанатов. Город был обоссан на славу в тот день. Так много голых задниц я, наверное, не видел за всю свою жизнь. Бедным женщинам приходится ссать везде, где только можно, между мусорных баков, между машин. Город нормально так засирается, повсюду воняет мочой. Иногда даже происходят акты вандализма, крушатся стекла, машины. Но, видимо, это нормально и для европейской цивилизации.
А еще, видимо, проще убрать начисто весь город с утра, нежели поддерживать какие-то туалеты и мусорные баки, которые все равно будут обоссаны. А здесь мы попали на процессии католических братств. Они происходят перед Пасхой на Страстной неделе, которая и завершает 40-дневный пост, которому в свою очередь предшествует карнавал. Его я показывал в видео про Барселону. Эти братства начали появляться еще несколько веков назад, у них разный визуальный стиль. Носят они колпаки для того, чтобы подчеркнуть свое покаяние и смирение перед Богом. Цвета братств символизируют покаяние, скорбь, чистоту, кровь Христа и прочее. А это наш первый поход к океану, и для меня это первый океан, который я увидел вживую. И должен сказать, что несмотря на то, что я прожил почти всю свою жизнь у моря, у меня он вызвал новые эмоции. Он ощущался куда более стихийным. Чувствуется его сила, независимость, когда подходишь ближе. Ева в тот момент растрогалась до слез. Я думаю, этот день запомнится еще на долгое время. О боже, тут крабы! Мы поднялись выше и почувствовали весь этот гигантизм больших пляжей, волны, идущие друг за другом. Невероятно красиво было. Мы хотели продолжать учиться серфить, да и вообще жить поближе к океану, поэтому искали соответствующий район. И самый популярный, большой, да и по сути единственный район рядом с городом, или даже можно сказать в черте города, это район Гечо. Но не тут-то было, потому что найти квартиру здесь намного сложнее, чем в той же России. Арендодатели закладывают время, просматривают всех людей и решают, кому из них можно доверять. А все потому, что здесь очень дурацкие законы, и если упрощать, то ты можешь захватить чужую квартиру, просто перестав за нее платить, и при этом это все еще будут законные основания для нахождения в квартире. Этой лазейкой, конечно, успешно пользуются. Появился такой социальный феномен, как оккупасы. Это люди, которые захватывают квартиру специально и живут в ней, не платя ничего. При этом государство не может их выселить, а зачастую при ряде факторов полиция защищает таких людей, ограничивая доступ владельца к дому, в котором находится его квартира. И потому арендодатели сильно заинтересованы в тщательном отборе претендентов на съем, хотя нужно признать, что на севере это не такая наболевшая проблема, и здесь это еще не сильно тебя вставляет палки в колеса. Другая палка в твоем колесе — это
то, что несколько лет назад вышел закон, который обязал всех арендодателей платить комиссию риэлторам при заключении долгосрочных контрактов, и поэтому почти все контракты теперь заключаются на короткий срок, то есть на срок до 11 месяцев, и теперь уже ты чувствуешь себя менее защищенным, снимая квартиру, платя комиссию риэлтору, осознавая, что есть такая вероятность быть выселенным через 11 месяцев и снова оказаться в начале этого круга ада. И в нашем кейсе, когда у тебя нет истории финансовой в Испании, когда у тебя выписка из грузинского банка на грузинском языке, которую арендодатель видит первый раз в своей жизни и вообще не знает, существует ли такая страна на самом деле, это все очень было усложнено. Мы ходили на просмотры несколько месяцев, собирали максимально весь пакет документов, пытаясь быть максимально понятными для них, пытались заморозить деньги в банке, чтобы в случае чего они отправлялись на счет арендодателю. Боролись за те несколько квартир, которые нам очень нравились и подходили, и за все время мы встречались с разным. И с тем, что нам не доверяли в конечном итоге после часовой беседы. И с тем, что мы получали копию договора, но пока договаривались о его подписании, он был подписан уже с кем-то другим. С тем, что в последний момент хозяином принималось решение продавать квартиру. Но чаще всего нам не приходил ответ, либо приходил вежливый отказ. Вообще этот процесс сильно похож на процесс поиска работы. На фоне всех этих неудач и стресса мы начали больше ссориться, скатываться в видеоигровой эскапизм, заедать стресс. И, наверное, это было самое тяжелое время за весь наш переезд. Начинался сезон, июнь, цены на квартиры сильно выросли, вариантов стало меньше, при этом наша текущая квартира заканчивалась. Нам пришлось на следующие 2 месяца забронировать 6 квартир и комнат, примерно по 10 дней в каждом Airbnb. Сократилось и количество предложений долгосрочной аренды, поэтому в какой-то момент мы думали ставить свои вещи и поехать попутешествовать по Европе до конца лета. И следующие несколько Airbnb у нас были в прибрежном городке Плензия. Это старое рыбацкое поселение, которое все еще передает дух маленького рыбацкого городка. В Плензе мы в первый раз пописали в океан, снова словив себя на мысли, как же все-таки здорово жить возле него. Иногда нам удавалось выйти к воде в обеденный перерыв, или выйти с ноутбуком полежать на пляже. Но это тупо кайф. А здесь очень смешной эффект, который я никогда не замечал на море, когда вода бежит по перпендикулярной твоему взгляду линии. А в конце пляжа находится госпиталь, за которым находится и парк. И надеюсь, что госпитали, которые меня ждут, будут выглядеть именно так. Очень много собак в Испании, она входит в топ по количеству собак на душу населения. Собаку насчитывают почти 50% испанских домов. Смотри, что-то много собак, у меня в кадре штук 6 собак уже. Прыгай. Опа. Но это здесь самое популярное домашнее животное, и собак в Испании около 10 миллионов, при том, что людей около 50. На каяке я бы, кстати, покатался, никогда не катался.
В этой деревушке все было хорошо, кроме того, что в ней супер сильно ощущалась невозможность пообедать в обеденное время. В Испании к обеду закрываются кухни почти всех заведений на сиесту, и в лучшем случае открываются поздно вечером, либо не открываются вообще. Это не так сильно ощущается, когда ты в центре, и есть альтернативы с фастфудом, но там и их не было, и доставок не было. Всякий раз, когда мы выходили в обед и проходились по нескольким заведениям, кухни этих заведений уже заканчивали свою работу, и все, что нам предлагали, это пинчесы. Так, это, значит, местная еда, которая называется пинчесы, что переводится как закуски. Это с кальмаром. Осьминог. Ну и с луком, похоже, с мазиком. Это с креветками и с сыром. А когда день хороший, ты покупался и после пинчесов тебе приносят нормальную еду, то с пивом покатит. Но в целом это просто бутерброды. Здесь они были с морепродуктами, но часто они, наверное, бывают с хамоном. И это является визитной карточкой региона и баскской кухни. Бутерброд за 3 евро, которым вряд ли получится наесться. Я, короче, не понял его. И еще одной визитной карточкой, на этот раз самого Бильбао, является Музей современного искусства Гюгенхайм. Уникальность музея в его деконструктивистской архитектуре. Ну, его внешний вид реально прикольный, а снаружи еще есть статуя паука. Статуя называется Маман и символизирует уважение к матери художницы, которая была ткачихой и реставратором гобеленов. Как и паук, она занималась плетением. Он типа терпеливо плетет свою паутину и защищает потомство. Под его брюхом 26 яиц. Это топовый спайдер. А внутри уже, к сожалению, не все так сладко. Как по мне, этот музей проигрывает питерскому музею Рарти, очень сильно проигрывает. Проигрывает и музею современного искусства в Стамбуле, а больше я нигде не был. Как будто бы много что из этих современных инсталляций я видел много раз, много похожего. Единственную ценность представляет разве что зал с картинами, произведениями искусства 20 века. В какой-то момент поисков квартиры мы уже решились провести это лето в Европе, купили билеты в Португалию, но квартира нашлась. Сначала риэлтор дала нам пару дней на подумать, за это время нашла новых жильцов, но через полмесяца написала, что новые жильцы оказались неблагонадежными, поэтому можно попробовать и мы. И мы даже выбили себе подольше контракт с 6 месяцев до 11 месяцев и стали ждать заселения в новую квартиру. На это время мы все-таки полетели в Португалию, об этом будет следующий видеоблог. По приезде мы сразу же заселились в квартиру, она находится в Сапелане, районе чуть более удаленном от города, чем Гечо. Но это совершенно точно не было для нас минусом, мы хотели жить возле океана, а здесь, в Сапелане, одна из лучших, наверное, береговых линий, один из лучших пляжей для серфинга. Ева получила сегодня свою первую мусорку. Теперь мы официальные жители этого города с пониманием перерабатываемых отходов. Вот. Сам жилой комплекс находится не прямо на центральных улицах Сапеланы, а скорее чуть на отшибе, где малоэтажная застройка, поэтому есть такое ощущение, пускай немного фейковое, что ты живешь за городом, особенно с таким видом из окна. Каждый раз, когда ты наблюдаешь из него какой-нибудь красивый закат или радугу после дождя, настроение сильно повышается, и, наверное, для меня это первый раз в жизни, когда я осознал, насколько все-таки место, в котором ты живешь, твой дом, влияет на само желание жить эту жизнь.
На территории дома, жилого комплекса есть бассейн, работающий летом, есть спортзал, поход до океана составляет 15 минут. И на самом деле к этому хорошему быстро привыкаешь, поэтому есть небольшой страх и опасения касательно того, что нам не продлят этот контракт, или просто что следующая квартира не дотянет до этого уровня. Но на самом деле это нормально, ко всему можно адаптироваться, и я надеюсь, что это не займет много времени. На одном из пляжей Сапеланы располагаются сразу несколько серф-школ. Одну из них мы выбрали, взяли пак занятий. И если вспомнить наш предыдущий опыт из Барселоны, там мы только-только научились вставать. К счастью, уже на первом уроке удалось закрепить этот результат, стало получаться сильно лучше, волны были поменьше. Но, к сожалению, на третьем занятии я травмировался, держась за лиш. Это поводок, крепление между серфом и твоей ногой, а я шел против волн, держась за него прямо в месте крепления к серфу. И одна из наиболее сильных волн дернула доску, а вместе с ней и мой палец. У меня сильно травмировалась ногтевая пластина, кожа вокруг ногтя, а через несколько недель оказалось, что это и вовсе был перелом. Но зато я в первый раз попробовал местную страховку, посетил травмпункт, а также на ближайший месяц лета остался без серфинга. Сильно я страдал. За это время мы приобрели серф с гидриками, и Ева начала тренироваться на нашей первой доске. И в один из солнечных выходных я не выдержал, снял гипс на пляже и тоже начал пытаться осваиваться на этом новом серфе. Стоит признать, что палец уже практически выздоровел к тому моменту, поэтому это было не сильно опасно. Но я просто не смог устоять в тот день. Давай, гриби. Затем мы докупили вторую доску меньшего объема, которая стала Евиной, и чтобы компенсировать мой пропущенный месяц, мы несколько дней подряд вставали в 7 утра и на рассвете перед началом рабочего дня шли на пляж. По моим ощущениям, эти несколько дней были самыми продуктивными с точки зрения скилла. С каждым часом, с каждым днем получалось все лучше и лучше. Мы сменили пену на первые зеленые волны. Отдельным кайфом было ходить в солнечные выходные, когда ты не ограничен во времени и можешь провести в воде 3-4 часа подряд. Бывает такое, что у тебя не получается, ты собираешься уже идти, но потом ты ловишь какую-то неплохую волну, и у тебя снова появляется мотивация на следующий час-полтора закрепить этот результат. Наверное, это чем-то похоже на казино, когда ты долго ждешь свою волну, у тебя не получается, но в какой-то момент, в последний момент ты получаешь впрыск гормонов, впрыск дофамина, и это заставляет тебя остаться еще, и ты не можешь уйти, пока не получишь этот последний впрыск, не уедешь на последней какой-то более-менее удачной волне. Примерно раз в 10 я ходил серфить на этом большом 80-литровом серфе, но захотелось тоже купить что-то более маневренное, подвижное, легкое.
И я выбрал тоже софтборд на 60 уже литров. Купил его на местном Авито, продал свой. И до середины, конца октября, когда вода еще сохраняла 17 градусов, я ходил, после подзаболел, а потом особо и не потянуло идти в холодную воду. Тем более, что возвращаться тебе нужно мокрому в гидрокостюме, и на 10 градусах воздуха это, не самое приятное. Хотя сейчас, в конце февраля, мы открывали сезон в 18 градусов воздуха и 12 градусов воды, и в целом в теплом гидрокостюме было комфортно, а переодеться все-таки можно и на пляже. А в начале декабря в Гечо проходил турнир Big Wave Challenge. Это одно из главных событий по серфингу в Европе. А соревнования объявляют за несколько дней, когда по прогнозам ожидается наибольшая высота волны. В этот раз она составляла 6 метров. Как я и сказал, это главное событие на больших волнах в Европе. Понятно, что есть Португалия, Назаре, где высота волн может достигать 25-30 метров, но отличие конкретно этого соревнования в том, что здесь это классический серфинг, тебе нужно разгребаться самому руками, в отличие от того же Назаре, где на большие волны тебя закидывает гидроцикл на скорости. Поэтому это соревнование считается более классическим и правильным с точки зрения мастерства и чистоты дисциплины. И я думал, что основным организатором является Red Bull, повсюду были его логотипы, но оказывается, что главный организатор — это, внимание, местный Энергос. На этих кадрах видна турнирная сетка, мы подошли как раз к обеду, к концу второго раунда. Общий призовой турнира 30 тысяч евро, есть женская и мужская сетка, точнее, как минимум, есть отдельный женский финал. А финалисты из этого призового получают по 7,5 тысяч. Зрителей в тот день собралось около 20 тысяч. Не знаю, учитывались ли собаки. Мы досмотрели турнир до конца, простояли еще часа 4. Жаль, конечно, что не было камеры с высоким зумом или даже хотя бы бинокля, но даже так масштаб и размер волны по отношению к человеку был примерно понятен. Хотя, опять же, нужно понимать, что со стороны сверху это выглядит не так устрашающе, как с плоскости океана, где высота волны в 3,5 раза превышает твой рост, а когда ты лежишь на серфе, это уже по сути просто 6 метров воды над тобой. Гидроскутеры здесь нужны для того, чтобы подбирать серферов, проехавших волну, и вести их обратно на спот, но иногда пена так сильно относила серферов к скалам, что не всегда гидроскутеры успевали вернуться, забрать человека и при этом не быть самим перевернутым волной, поэтому порой им приходилось сделать несколько заходов, чтобы в итоге подобрать человека и вывести его перед лицом надвигающейся новой волны. За нами как раз была судейская будка, на баллы которой, я полагаю, серферы и ориентируются после съезда с волны. Судьями являются ветераны Big Wave, а система расчета такая, что берутся 2 лучшие волны за раунд. Учитываются, конечно, не какие-то трюки в данном соревновании, а общая выживаемость. Необходимо проехать волну до конца, чтобы она засчиталась. Учитывается и высота самой волны, а также момент, на котором ты вскочил. Чем позже ты это сделал, чем ближе к пику, тем выше балл. А если ты проехал опасную часть, тоже балл увеличивается. И так путем какой-то калькуляции, по какой-то формуле, и получается балл за волну.
еще когда серфер вскакивает на доску и начинает съезжать с волны, люди вокруг вздыхают и задерживают дыхание. Прослеживается аналогия с забиванием гола. Оба победителя французы, во Франции даже есть город, который является серф-столицей Европы. Мужчина в этом же году побеждал на соревнованиях в Назаре, а женщина тоже известная покорительница больших волн, и это ее был дебют после рождения ребенка. По окончании соревнований ряд серферов все равно вернулись на волны и уже начали разгоняться с помощью гидроциклов. Это чем-то напоминает ситуацию, когда ты сам не хочешь уходить, прежде чем напоследок не поймаешь несколько прикольных волн. В общем, посещение подобного соревнования было для нас новым опытом, а значит, не могло не понравиться. И прикольно, что само соревнование проходило в 30 минутах от нашего дома в Сапелане. Зимой, когда из-за развлечений для испанцев доступны только бары, а я напомню, что они очень социальные, и поэтому все время собираются, кучкуются возле баров и о чем-то разговаривают. Соответственно, барные улицы были полностью забиты людьми. Город так немного украшен и отдает уже не Новым годом, а Рождеством. Но мы решили в Бильбао провести только репетицию Нового года, а на сам Новый год улетели в Марокко. Мой верблюд. Видео из которого, я надеюсь, тоже позже появится на канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и не стесняйтесь, пожалуйста, поддерживать. Hasta luego, товарищи.